Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я выпекаю знаменитый сахарный пирог, пирог из дрожжевого теста, пирог, который всегда получается, с хрустящей сахарной корочкой, без раскатывания, без вымешивания, без миксера, тем более без тестомеса. То есть пирог из самых простых продуктов получается необыкновенно вкусным, воздушным, пропитанным. Вот здесь пропитку даже видно. И на его приготовление потребуется буквально несколько минут вашего времени. Итак, приготовим опару. Для этого я беру 14 грамм сухих дрожжей, либо же можете брать 42 грамма свежих дрожжей. Также я туда добавляю 400 миллилитров теплого молока, ни в коем случае не холодного, не горячего. Также я туда добавляю 16 грамм ванильного сахара. Можете добавлять ванильный экстракт, как вам нравится. Также я добавляю туда 180 грамм сахара и 1 щепотку соли. Все это я убираю на 10 минут просто в теплое место. Прошло у меня 10 минут. Дрожжи вступили в работу. Продолжаю приготовление теста. Туда я добавляю сейчас в опару 4 яйца комнатной обязательной температуры среднего размера, примерно весом по 50 грамм без скорлупы. Все это я просто перемешиваю. Также я туда добавляю 200 грамм размягченного сливочного масла. Масло ни в коем случае не должно быть горячим или холодным. Один килограмм муки. Мука здесь у меня совершенно обычная, с обычным содержанием белка. То есть все продукты самые доступные. Просеиваю туда. Насколько могу замешивать лопаткой, перемешиваю лопаткой силиконовой. И сейчас я ничего долго не вымешиваю, я просто объединяю все ингредиенты вместе. Сформировала вот так тесто, накрываю крышкой и оставляю его подниматься примерно на 1 час 20 минут. В теплом месте, конечно же. Прошло у меня данное время, то есть 1 час 20 минут примерно. Тесто увеличилось в объеме вдвое. Здесь я его просто отделяю от краешков посуды. Перекладываю сразу в форму, в которой я буду выпекать этот пирог. Форму я ничем не смазываю, дно я просто застелила пергаментной бумагой пекарской. Распределяю сейчас тесто по форме. Ничего, вы видите, я не раскатываю скалкой, не вымешиваю. И накрываю сейчас кухонным полотенцем и оставляю это тесто подходить еще на полчаса. Также в теплом месте. И сейчас я приготовлю сахарную хрустящую вот эту корочку для данного пирога. Здесь у меня 100 грамм размягченного сливочного масла, 16 грамм ванильного сахара и 220 грамм сахара. Все это я просто перетираю вилкой и убираю в холодильник примерно на 20 минут. Можно на полчаса убрать. У меня прошло 30 минут. Я беру вот такую деревянную лопатку, смачиваю сейчас палочку в растительном масле без запаха и делаю вот такие отверстия в тесте. Сразу хочу сказать, что обычная шашлычная шпажка для этого не особо подойдет. Нужны отверстия все-таки здесь пообъемнее. К этому времени у меня
Смесь масла с сахаром уже достаточно застыла. И я распределяю ее сейчас по всей поверхности теста. Вы можете вообще вот эту смесь масляно-сахарную приготовить заранее, когда тесто будет подходить длительное время. И сейчас я убираю этот пирог выпекаться при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке примерно на 35 минут. Режим вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Прошло у меня 35 минут. Пирог уже испекся. Шпажка из него выходит сухая и чистая. Я обозначаю опять этой же деревянной палочкой вот эти отверстия. И я беру сейчас 200 мл холодных сливок. Сливки у меня для взбивания, можете брать даже молоко здесь, но сливки, конечно, лучше, 30%. И заливаю сливками весь пирог сверху. Я убираю буквально на 10 минут также в духовку его, также на 175 градусов, просто чтобы пирог пропитался, и тем самым он будет оставаться влажным и не черстветь несколько дней. Итак, пирог я достала, он у меня уже немножко остыл. Я освобождаю пирог от формы. Пирог необыкновенно вкусный и ароматный получается. Очень сливочный, прекрасно нарезается. Здесь я нарезаю еще в не до конца остывшем виде. Вот такой высокий он сразу получается. И здесь вот эти вот подтеки мы видим внутри, это именно от сливок и от масла с сахаром. То есть пирог как будто с начинкой на вкус получается. Очень достойная выпечка, порадует как взрослых, так и детей. Вот нарезаю сейчас еще буквально в не до конца остывшем виде. Вот так прекрасно, красиво он нарезается. Разламывается также на фрагменты. Очень пышный и необыкновенно ароматный и вкусный. И практически безо всяких усилий, которые мы прилагали для его приготовления, несмотря на то, что это дрожжевое тесто. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.